Идея сплавиться по Серге осенью была, мягко говоря, спонтанной. Все дело в том, что еще в марте 2021 года мы заказали в одной небольшой, но широко известной среди водников фирме пару покрафтов. Но даже ранней весной, как выяснилось, спрос на них колоссальный, а объемы производства небольшие, и нас поставили в очередь до неизвестных времен. В итоге покрафты мы получили только в конце августа, да и то один был синий, хотя заказывали оба оранжевых. Но спорить уже не хотелось. Это был самый долгий наш заказ. Как-никак ждали его почти полгода. В итоге отложился и сплав. Покрафт штука удобная, легкий. Наш получился около 5 килограмм. Компактный, в свернутом виде можно поместить практически в любой рюкзак. И удобный. Сборка-разборка занимает всего несколько минут. Надув лодки и упаковав вещи, мы отправились, так сказать, в путь. Сомневаюсь, что осенью по Серге кто-то сплавляется, поскольку уровень воды падает настолько, что первый день путешествия был в прямом смысле пешеводным. Но мы решили попробовать, тем более, что планировали сделать это раньше, когда уровень воды немного повыше. Наивно полагая, что после устья Бардыма Серга станет более полноводной, мы шли, и лишь на небольших ямах получалось проплывать несколько метров. После устья отступать назад было уже поздно, да и лишать себя осеннего путешествия не хотелось. Единственное, что беспокоило, это то, что еды мы взяли только на 3 дня, а ситуация с водой могла продлить сплав еще на 1 день. Сплавной маршрут по Серге составляет 45 километров. Из них 42 река течет по территории природного парка Оленьи ручьи. Прикинув риски и оценив свои возможности, решили стараться проходить в день около 15 километров. В хорошую погоду это сделать вполне реально, но мы столкнулись с таким недостатком покрафта, как легкость. Встречным ветром его в прямом смысле разворачивает и несет против течения. В таком случае нужно было усиленно грести, чтобы хотя бы медленно, но двигаться вперед. На перекатах приходилось спешиваться, потому что иначе их было не пройти. Особую атмосферу создавали периодически идущие, кратковременные, но в паре с ветром очень холодные и неприятные дожди. Через 2,5 часа прошли всего лишь около 3,5 километров. Скорость очень низкая. Однако порядком уже устали и решили остановиться на обед. Тем более место было достаточно живописное. Это так называемый Соколов-омут, а невысокая скала Соколов-угол. Здесь река круто поворачивает на 90 градусов, и на повороте вырастает скала Ельничная. Вот напротив нее мы и причалили, чтобы перекусить. Чтобы не тянуть время, через полчаса выдвинулись дальше. Впереди еще больше 10 километров, а время уже подходит к 2 часам. С нашей скоростью передвижения медлить не стоило. Чуть ниже скалы Ельничной нам повстречалась большая стая уток-кархалей. Это вот подросшие птенцы летние. Угу. У них большие выводки по 9, по 12 птенцов. Сейчас. Вот они все подросли. Кархали – перелетные или частично перелетные птицы. Если зима будет не слишком суровой, то они могут либо остаться, либо переместиться с приходом первых морозов немного южнее, в соседние регионы.
На следующем повороте реки перед нами выросла гора Орлова. Говорят, она названа так за свой внешний вид. Со стороны нижних серег гора похожа на расправившего крылья орла. Здесь же к воде спускается один из ее отрогов, обрываясь в реку крутой скалой. Орлова известна своим карстовым провалом, ранее бывшим крупной пещерой. К сожалению, от реки он находится далековато, а оставлять вещи без присмотра боязно. Отсюда начинается и далее идет вдоль левого берега Бардымский хребет. За ним течет приток Серги, река Бардым, устье которой мы проплывали несколько часов назад. Периодически выходим на берег, чтобы немного отдохнуть. Несмотря на то, что в Покравте сидишь как в кресле, мышцы ног и поясницы в одном положении все же застаиваются и начинают уставать. Расскажу немного о самой реке. Река Серга берет свое начало в болоте Моховом, которое находится на склонах хребта Коноваловский увал. Относительно недалеко от истока расположены такие известные достопримечательности, как гора Шунут и скала Старик-Камень. Длина реки составляет 110 километров. В среднем и нижнем течении она изобилует скалами, а ее долина сильно закарстована. Поэтому на берегах можно встретить множество карстовых воронок. В их числе и такие крупные, как, например, тот же провал горы Орловой или Большой карстовый провал. Помимо них, в скалах встречаются разнообразные гроты, а также пещеры. Наиболее известные из пещер – Катниковская, Дружба и Аракаевские. Скалы здесь в основном состоят из известняков возрастом 300-400 миллионов лет. Это говорит о том, что эти места были дном одного из древних морей. Известняки являются осадочными породами. Они образовались в том числе из живых организмов, некогда населявших древние моря. На скалах и в пещерах Серги даже можно встретить их окаменелые останки. Весной и в начале лета по Серге любят сплавляться туристы. Русло ее не широкое, часто петляет, и при быстром весеннем течении приходится активно маневрировать, избегая столкновения со скалами и корягами, что делает сплав весьма активным и интересным. Сейчас, конечно, река выглядит совсем иначе, но учитывая тот факт, что за период двухнедельного паводка на Серге проходит около половины годового стока, можно сказать, что весной она совершенно другая. Хотя на дворе было только начало сентября, лес уже начал преображаться, меняя летнюю зелень на пестрые осенние наряды. Листья на многих кустарниках побагровели, березы стали желтыми. Ближе к вечеру порядком холодает, а солнце начинает заходить значительно раньше. Примерно в половине 7 вечера мы только подошли к скале Катниковской, пройдя всего около 12 километров. Сил на бесконечных перекатах было истрачено немало, да и поначалу пару километров мы практически шли пешком. По скользким камням это то еще удовольствие. Примерно напротив скалы, на противоположном берегу, находится пещера Катниковская, но сегодня на нее уже не хватит ни времени, ни сил, поэтому мы решили остановиться где-то поблизости, чтобы сходить в пещеру утром. На наше счастье, в 500 метрах ниже скалы оказался брод, и реку пересекала дорожка. В этом месте, на правом берегу, мы и остановились. Несмотря на холод, ночью вроде даже не замерзли. На следующий день после завтрака мы собрали все вещи и отнесли в сторону от дороги, поскольку утром мимо нас проезжали 2 человека на квадроциклах. Спрятав весь скарб в кустах, пошли в пещеру Катниковскую. От стоянки до нее всего 300 метров. Спускаться в пещеру не стали,
сходили скорее ради интереса. Попасть в нее можно только ползком, такой у нее узкий вход. Спуск от входа практически вертикальный, но внутри пещера, говорят, весьма интересная. К походу в нее лучше подготовиться основательно. Вернувшись, собрали вещи и отправились в путь. Через пару сотен метров от места ночлега на повороте реки на правом берегу показалась крупная скала. Бирбасов камень – одна из самых интересных скал на Серге. Она обращена на север и постоянно находится в тени, что придает ей загадочности. А за одним из уступов, слегка прикрытый небольшим островком, находится крупный грот. Такая вот громадина. Этот грот назван в честь Николая Павловича Барбота-де-Марни, российского горного инженера, изучавшего в XIX веке, помимо всего прочего, Урал и Сергу в частности. Буквально через полкилометра снова поворот реки. На этот раз скала возвышается на левом берегу. Ну а нам новый день подарил новые испытания. Перекаты, как и вчера, встречаются часто, но сегодня хотя бы плывем. В скале Стена тоже есть два небольших грота. Удивительно, но несмотря на свои маленькие размеры, и они имеют название. Это Дзот и Последний дюйм. После стены идет приличного размера плес. Только что был большой-большой плес. Впервые за 2 дня так долго гребли без перерыва. За плесом река вновь поворачивает направо, и в русле начинают встречаться галечные косы и островки. Здесь на небольшом участке длиной менее километра вдоль берега тянется целая вереница скал. Осень позолотила одну из них – скалу Волна. В этом красивом, безветренном уголке чувствовалось умиротворение. Но продлилось оно, к сожалению, недолго. Русло Серги островами разделилось на узкие протоки, в которых опять появились мелкие перекаты, изредка заваленные корягами. И наша радость была бы неполной без дождя, который не заставил себя ждать. Сначала шел небольшой моросящий дождь, но вскоре он превратился в ливень. Прятаться от него было негде, да и не хотелось тратить драгоценное время, ведь скорость передвижения по сравнению со вчерашним днем возросла не сильно. Когда мы подошли к скале Стреляной, дождь на пару минут прекратился, а на небе появились голубые просветы. Видимо, природа давала нам возможность по достоинству оценить ее грандиозное творение. Есть в этой скале и пещера с названием Одноглазая. Она небольшая, длиной около 5 метров. Замыкает каменную цепочку скала Омут. Глубина реки возле нее достигает 3 метров. Учитывая уровень воды в Серге сейчас, эта глубина кажется внушительной. После очередного не очень интересного участка река поворачивает налево, и на правом берегу, среди травы и кустов, слышится звонкое журчание воды. Здесь в Сергу впадает небольшой приток река Сметанкина. Вода прозрачная и очень холодная. Пополняем запасы.
Из серьги после 2 городских прудов и отвалов карьера пить не хочется. Практически напротив скалы на левом берегу показался хорошо вытоптанный спуск к воде. Подойдя к нему, мы увидели оборудованную природным парком Оленьи ручьи стоянку. Время обеда уже давно подошло, так что стоянка была нам только на руку. Чтобы немного сэкономить время, обед мы приготовили вместе с завтраком. Чай и еду поместили в отдельные термосы, чтобы можно было быстро перекусить и двигаться дальше. Однако, несмотря на все наши старания, почти за 4 часа мы прошли всего лишь 6 километров. Неплохо было бы поторопиться, но река не давала развивать необходимую скорость. Плесы со встречным ветром сменялись бесконечными перекатами, а живописные осенние берега отвлекали на съемку фотографий и видео. Проплывая мимо скалы Темной, на одном из ее каменных уступов мы увидели норку. Пока я пытался достать камеру, она успела убежать, но Вика в этот момент держала фотоаппарат под рукой, и ей удалось запечатлеть пугливого зверька. Следующая скала – Крестовая. На ней можно увидеть интересные промоины от воды. Серга на протяжении многих веков протачивала своим быстрым течением эти углубления. Возможно, это будет происходить и дальше, пока со временем скала не обрушится. Еще ниже по течению, на следующем повороте, виднеется освещенная солнцем скала Карстовый мост. От нее начинается самая популярная часть природного парка. Из поселка Бажуково, в котором находится администрация Оленьих ручьев, сюда ведет оборудованная тропа. Перед скалой в низкую воду появляется маленький галечный островок. Правая протока совсем обмелела, поэтому мы причалили к нему. Здесь в воде резвились прикормленные туристами утки, а с самого берега открывается хороший вид на скалу. Неподалеку через реку перекинут подвесной мост. Пройдя по нему, можно попасть на саму скалу, а также по тропе, идущей по левому берегу, сходить до других, чуть менее известных достопримечательностей парка. Для снижения нагрузки на грунт и для удобства посетителей практически от моста начинается металлическая лестница. Карстовый мост – очень необычная и в то же время интересная скала. Она действительно напоминает арочный мост. Между коренным берегом и основной каменной стеной идет сквозная расщелина, по которой можно спуститься обратно к воде. Как только мы оказались внизу, с противоположного берега, в надежде поживиться чем-нибудь, к нам кинулись голодные утки. А они все, они уже здесь. У вас что-нибудь есть видно? Подплывая сюда, с воды мы обратили внимание на смотровую площадку на скале. Красивые виды мы любим, поэтому решили подняться и на нее. Отсюда хорошо видно, что под скалой достаточно глубоко. Местами глубина больше 3,5 метров. На правом берегу несколько оборудованных стоянок. На них часто останавливаются сплавщики и пешие туристы, путешествующие по парку. Место это действительно уникальное. Несмотря на спешку и низкую скорость передвижения, провели у Карстового моста мы ни много ни мало 1,5 часа. Как известно, Урал и его города
славится своей промышленностью уже не один век. Не стали исключением и верхние и нижние Серги, в которых в XVIII веке Никитой Демидовым были построены 2 железоделательных завода. Для транспортировки готовой продукции в целях экономии в те времена широко использовались реки, чаще всего по весенней высокой воде. Была попытка сделать это и на Серге. Весной 1882 года по ней была спущена полубарка с грузом железа в 1000 пудов. Однако узкая, часто петляющая река с быстрым течением и скалами на крутых поворотах стала слишком сложным испытанием для неповоротливого судна, и эта попытка окончилась неудачей, а новые более не предпринимались. Продукцию, как и раньше, продолжили возить на лошадях до более спокойной реки Уфы, притоком которой Серга и является. На правом берегу от скалы Утопленник до скалы Дароватый камень сосредоточились основные достопримечательности малого маршрута оленьих ручьев. Одна из тех, что видна с воды, фигурка ангела Единой Надежды, стоящая на естественном каменном постаменте. Также за деревьями скрывается несколько смотровых площадок и магистраль поста, оборудованная тропа, построенная на средства гражданина США, пожелавшего внести свою лепту в обустройство парка. У скалы Дыроватый камень, которую туристы прозвали «пьющей лошадью», в Сергу впадает небольшой ручей Светлый. Возле него есть удобный спуск к воде, на котором мы и остановились, чтобы прогуляться к одному из самых интересных мест в парке. Название пещеры «Стоянка древнего человека» говорит само за себя. Археологами у входа в нее в 3-метровой толще грунта было обнаружено множество культурных слоев. Самый древний из них имеет возраст 14 тысяч лет. Люди использовали ее как временное убежище. Положение пещеры очень удобное. Рядом река, но от воды достаточно высоко. Наверное, в ней удобно было укрыться от непогоды во время охоты, рыбалки или похода. Солнце садится. Высокий берег уже заслоняет часть долины Серги своей тенью. К тому же заметно похолодало, сильнее, чем в предыдущий вечер. Норму по расстоянию сегодня практически выполнили. Осталось только проплыть около километра до стоянки. Прошли 15, и на завтра останется примерно столько же. Ночевать решили на левом берегу. Здесь, перед крутым замысловатым изгибом Серги, раскинулась просторная поляна, оборудованная навесами и кострищами. По-быстрому приготовив ужин на газовой горелке, поели и, поскольку вечером стало очень холодно, поскорее укутались в теплые спальники и легли спать. Ночью ударил небольшой мороз. Все покрылось инеем, давление в покрафтах немного упало. Утром встали пораньше. Автобусы из Михайловска ходят часто, но нам надо еще до него доехать от Аракаева, а оттуда маршрутка ходит редко и по расписанию. Поэтому, по-быстрому собрав вещи и подкачав покрафты, встали на воду. Подвесной мост, соединяющий берега чуть ниже места нашего ночлега, является частью большого маршрута природного парка
и ведет к еще нескольким интересным достопримечательностям оленьих ручьев. Одна из них – пещера Дружба, до недавнего времени считавшаяся самой большой пещерой Свердловской области. Вторая – большой карстовый провал, образовавшийся на месте другой пещеры. Немного ниже моста, на повороте реки, на высоком берегу, видно сооружение, похожее на пирамиду. Это смотровая площадка, которая так и называется – пирамида. Вид на долину Серги с нее, конечно, шикарный. Пару раз мы уже бывали здесь. Но сегодня подниматься не будем, спешим. Примерно от пирамиды начинается большая скала протяженностью около 400 метров. Называется она Писаницей, поскольку в самом конце ее, на высоте нескольких метров над водой, древними охотниками были сделаны интересные рисунки. В настоящее время лучше всех сохранилась фигура оленя. Именно это изображение стало логотипом природного парка «Оленьи ручьи». Писаница – единственная скала на Серге, на которой были найдены рисунки. Глядя на них, прямо чувствуется древность. Да и сами скалы, покрытые мхами, окутывают особой атмосферой. Ведь они не 100 тысяч лет простояли здесь. Вода, ветер и солнце формировали их, чтобы мы увидели эти камни именно такими, какими видим здесь и сейчас. Чтобы наше воображение играло, когда смотрим на них, называем их, даем имена словно живым существам. Если и сейчас они так будоражат нас, неудивительно, что наши предки поклонялись им, делали на них святилища и жертвенники, окутывали легендами, тайнами и слагали про них сказания. Взять хотя бы вот эту обычную с виду скалу. Каменный выступ на ее вершине напомнил кому-то лягушку, и теперь она так и называется. Погода сегодня, надо сказать, не баловала с самого утра. Едва начало теплеть, как зарядили дожди, с короткими перерывами, сопровождавшие нас до самого финиша. Но даже днем температура не поднималась выше 10 градусов, и руки, держащие металлическое весло, еще и поливаемые дождями, сильно замерзали. Последние несколько километров уровень воды позволял проплывать более длинные расстояния по сравнению с предыдущими днями. Мелководные перекаты, на которых приходилось проводить покрафты, стали встречаться все реже. Скал, однако, стало больше, а под скалами, как известно, глубокие ямы. В них хоть практически и нет течения, но зато можно грести, а значит немного согреваться. А согреться хотелось сильно. Позавчера, когда мы только начинали сплав, погода была просто замечательная. Ярко светило солнце и было тепло. Сегодня Вика даже надела зимнюю куртку, которую практически всегда берет с собой в путешествие. Популярную часть оленьих ручьев мы уже давно прошли, и вновь реку окружил дикий, почти нетронутый человеком лес. Скалы притягивают к себе взгляд густыми желто-зелеными клочками свисающего с них мха. Деревья за ночь, кажется, еще больше насытились желтыми и красными красками. Именно осенью тайга предстает во всей своей красе. Именно в это время так ярок контраст лиственных деревьев и темных еловых зарослей. Даже холод и непогода не способны омрачить наше пребывание здесь, а мы изредка позволяем себе замедлиться, чтобы подольше полюбоваться некоторыми пейзажами.
На очередном повороте реки на правом берегу показалась большая галечная коса. Напротив нее из-под скалы бьет карстовый источник Синюха, названный так за синеватый оттенок воды. Даже в яме под этой скалой вода кажется будто синего цвета. А ведь это не просто источник, а целая подземная река, вырывающаяся на поверхность. Поскольку дожди не переставали идти, на обед мы решили остановиться в Аракаевской пещере. В ней мы уже однажды бывали, зимой. Тогда ее своды были щедро украшены инеем, и свет от фонариков переливался и искрился в нем. А сегодня мы используем ее только как укрытие от дождя. Съев последние запасы еды и опустошив термос с горячим чаем, отправились дальше. От пещеры до села Аракаево около 6,5 километров по воде. Перекаты на этом участке практически отсутствуют, а течения как не было, так и нет, и река превращается в сплошной плес, тянущийся вплоть до Михайловского пруда. На подходе к самому пруду уже становится заметен подпор реки его водами. Дна почти не видно, русло расширяется. Берега становятся ниже, а вскоре показывается и Аракаевская скала со степненными склонами. Это очень необычный и впечатляющий контраст. Создается ощущение, будто попадаешь из одной географической зоны в другую. От скалы перекинут железнодорожный мост. Дорога соединяет станцию Дружинина Свердловской области и Нязепетровск-Челябинской. Можно сказать, что за мостом начинается Михайловский пруд. Здесь уже гуляли сильные ветра, поэтому последние 500-600 метров пришлось с ними побороться, чтобы доплыть до автомобильного моста, у которого обычно заканчиваются сплавы по Серге. Рядом с мостом находится и автобусная остановка. Ходит микроавтобус, который был забит пассажирами, и 2 человека с рюкзаками в него не поместились бы никак. Связь в поселке представлена только местным оператором «Мотив», сим-карты которого у нас не было. Я сходил до магазина и попросил продавца вызвать нам такси из Михайловска. Замечу, что все сказанное про реку относится именно к осенним месяцам. Весной и в начале лета уровень воды в Серге гораздо выше, и сплавы по ней интересны и увлекательны. Но обстоятельства складывались таким образом, что сплавиться мы хотели именно осенью, и выбор пал на эту реку. От Михайловска в Екатеринбург мы уехали на автобусе.